Вчера прошло второе слушание в Вирджинии по делу Джонни Деппа против Эмбер Хёрд. Вчера в зале суда вскрылись новые обвинения со стороны ответчицы. Вчера мы услышали вступительные заявления от двух адвокатов Джонни Деппа и двух адвокатов Эмбер Хёрд. И также вчера давала показания родная сестра голливудского пирата Кристи Дембровски. В каких новых преступлениях обвинила бывшего мужа актриса Зомбиленда и Глубокого оврага? Как собрались строить свою защиту сторона Джонни Деппа? Что решили противоставить ей адвокаты Эмбер Хёрд? Какие подробности открыла миру сестра Джонни Деппа? И что она сказала про его экс-супругу? Досмотрите до конца, будет жарко. Проверьте подписку. Видео без рекламы, но мы стремимся набрать 50 тысяч подписчиков. Каждый день на этом канале будут выходить видео о судебных заседаниях Джонни Деппа против Эмбер Хёрд. Так что нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить никаких обновлений. Также сегодня в нашем сообществе ВКонтакте «Файлы Джонни Деппа», ссылка в описании под видео, пройдет обсуждение и перевод сегодняшнего прямого эфира из зала суда. Приходите на него, сегодня будет давать показания Джонни Депп. Приходите к нам, будет о чем поговорить. Привет, друзья, вы смотрите «Файлы Джонни Деппа». Вчера на слушании выступали адвокаты Деппа и Хёрд со своими вступительными заявлениями. По два адвоката с каждой стороны. Они высказали свое мнение о том, что пройдет в ходе судебного заседания. Джонни Депп встречается с Эмбер Хёрд из-за статьи, которую она написала в декабре 2018 года для Вашингтон-Пост, в которой она не называла его по имени и в которой она намекала на термин «сексуальное насилие», но никогда не говорила, что была его жертвой. На самом деле, если вы посмотрите на это снова, это очень умно поставленное предложение. Главный адвокат Джонни Деппа Бенджамин Чу назвал статью Эмбер не только ложью, но и карьерным шагом Эмбер Хёрд, что она сделала это, поскольку собиралась объявить одну из своих ролей или ее роль в Аквамене. И это был, по сути, способ присоединиться к движению Me Too. Обвинение в сексуальном насилии вчера в суде было довольно экстраординарным. Главный адвокат Эмбер Хёрд Элейн Бредихофт объяснила в очень красочных терминах природу сексуального насилия. Затем она сказала, что было несколько таких эпизодов, так что это обостряет эту ситуацию. В судебном процессе в 2020-м в Великобритании вопрос о сексуальном насилии был косвенно поднят одним из свидетелей, Кейт Джеймс. Никогда не было никаких обвинений, прямо выдвинутых против Джонни Деппа в этом преступлении. Вчера на этом судебном заседании было сделано очень серьезное и явное обвинение, а теперь мы услышим мрачные подробности в ходе судебного слушания в Фэрфаксе. Оставайтесь на канале. Друг моего канала, британский журналист Ник Уоллис, ссылку на его канал вы можете найти также в описании под видео, стал свидетелем публичных обвинений Джонни Деппа в суде во время второго дня дела Депп против Хёрд. Это было достаточно шокирующим. То, что они были сделаны об одном из самых известных людей в мире, еще больше усилило потрепанные грани реальности, окружающие это дело, написал Ник. Обе стороны сделали свои вступительные заявления вчера утром, и отсюда напрашивается вывод: либо Джонни Депп монстр, которого следует арестовать и обвинить в одном или нескольких серьезных уголовных преступлениях, либо Эмбер Хёрд не только серийный лжец, но и опасный фантазер. По закону Великобритании жертвам сексуального насилия по умолчанию предоставляется пожизненная анонимность, если только они не решат стать достоянием общественности. В судебном процессе по делу Депп против NGN в Великобритании The Sun назвала Джонни Деппа избившим жену, но никто со стороны The Sun не дал никаких публичных указаний на то, что Эмбер Хёрд когда-либо заявляла, что подвергалась сексуальному насилию. Единственный раз, когда Эмбер Хёрд утверждала, что она подверглась насилию, появилась благодаря показаниям, данным бывшей личной помощницы Эмбер Хёрд Кейт Джеймс, которая заявила в высоком суде Лондона в июле 2020-го: «Я пережила сексуальное насилие, и очень серьезно занимать такую позицию, если вы не пережили этого. Вот почему я здесь, потому что я обижаюсь». Кейт Джеймс спросили: «Можете ли вы объяснить, почему?» Она ответила: «Потому что мисс Хёрд упомянула наш разговор о том, что меня жестоко изнасиловали с помощью мачете в Бразилии, и она использовала это как свою собственную историю. Она напрямую упомянула о жестоком изнасиловании, которое произошло со мной 26 лет назад, и превратила его в свою собственную историю, и она использовала ее в своих целях». К сожалению, это утверждение госпожи Джеймс повисло в воздухе и не рассматривалось в открытом суде до конца судебного процесса. Было утверждение, сделанное Эмбер
Хёрд, которое было выслушано судьей конфиденциально. Но никто не выяснил, было ли оно каким-либо образом связано с тем, что сказала госпожа Джеймс. Таким образом, о любых заявлениях о сексуальном насилии со стороны Джонни Деппа просто не сообщалось, потому что они не были сделаны до вчерашнего дня. Вчерашним утром в суде в своем вступительном заявлении Элейн Бредихофт сказала присяжным, что Джонни Депп во время ярости, вызванной наркотиками, принимал участие в словесных, эмоциональных, физических и сексуальных оскорблениях Эмбер. Мы знаем, что в Австралии в 2015 году он, как утверждается, был вовлечен в очень и очень жестокую деятельность. Но вчера в одном из отрывков речи госпожа Бредихофт описала эпизод во время этой поездки, когда разъяренный Джонни Депп якобы сорвал ночную рубашку с Эмбер Хёрд. Бредихофт продолжила. Он прижал ее к стойке бара, он швырял в нее бутылку за бутылкой, он таскал ее по полу, по разбитым бутылкам и спиртному, собирался убить ее, и он ненавидит ее. Он бьет ее, а затем проникает в нее бутылкой ликера. После еще одного предположительно насильственного нападения в декабре 2015 года, госпожа Бредихофт утверждает, что когда друзья и родственники Эмбер узнали о том, что произошло, они отказались ехать с Джонни Деппом на его остров на Багамах на Рождество. Бредихофт сказала присяжным, все они были так расстроены тем, что он сделал с Эмбер, что они сказали, нет, мы не собираемся мириться с этим, мы не собираемся. Но он уговорил Эмбер поехать, он заставил ее поехать, говоря, пожалуйста, приезжай, мне станет лучше, мне станет лучше. Эмбер поехала, а потом он напал на нее даже там и изнасиловал ее даже там. В начале вчерашнего заседания адвокат Джонни Деппа Бен Чу сообщил присяжным, что обвинения, которые они услышат, будут следующими. Разработаны, чтобы шокировать и ошеломить вас, они созданы, чтобы быть взрывоопасными, отвлекать вас от улик и здравого смысла. Здравый смысл подскажет вам, что все это ложь. Без сомнений, что один из двух человек, столкнувшихся вчера в суде друг с другом, лжет. Ложь общественности, ложь суду, ложь судье, ложь своим адвокатам, ложь своим семьям и ложь самой себе. Учитывая, сколько людей эмоционально и опосредованно связано с этим делом, последствия этой лжи далеко не ограничиваются разрушением собственной карьеры Эмбер Хёрд и Джонни Деппа и их репутации. Грег Эллис, друг и коллега Джонни по фильму «Пираты Карибского моря», открыто поддерживал и поддерживает Джонни. Он заявил, что разговаривал с адвокатом Джонни Деппа Беном Чу, и прямая речь. От него сразу исходит атмосфера компетентности и честности. Мы обсудили возможность того, что меня вызовут в качестве свидетеля, так что ждем Грега в зале суда, если этого потребует слушание. Итак, вкратце о вчерашнем втором дне суда Джонни Депп против Эмбер Хёрд. Стороны представили вступительные заявления, коротко описав суть происходящего процесса. Со стороны истца Джонни Деппа выступил свидетель, сестра Джонни Кристи Дембровски. Кристи допрашивали на предмет отношений Джонни с его семьей, а также отвечал ли он родителям физически, если к нему применяли силу и что он делал при этом. Кристи заявила, что они с братом просто уходили из дома в этот момент. Вот откуда у Джонни с самого раннего детства привычка дистанцироваться от ссор, что лишний раз доказывает его поведение во время ссор с Хёрд. Во время допроса относительно отношений Джонни и его бывшей жены Эмбер Хёрд, Кристи заявила, что в этих отношениях агрессию и недовольство часто проявляла бывшая жена Джонни. Он же в свою очередь пытался погасить все конфликты. Доходило даже до того, что Кристи, как менеджер своего брата, бронировала для него отдельный номер в отеле, когда они путешествовали вместе с Эмбер, чтобы у ее брата была возможность уйти в случае ссоры. Далее адвокаты Эмбер пытались выяснить, насколько сильным было пристрастие Джонни к запрещенным веществам и алкоголю в период его отношений с Эмбер Хёрд. А в переписке, которую они продемонстрировали суду, вырванные из контекста тексты между Эмбер, Джонни и Кристи преподнеслись не совсем удачным образом. И напоследок несколько разоблачений. Если косметичка Эмбер Хёрд от Милани, то она, как и холодильник с Мэг, путешествовала во времени. Согласно этим данным, консилер от Милани выпустили в декабре 2017 года, а пользовалась волшебным консилером Эмбер в 2015, скрывая им синяки, ушибы, сломанный нос, подбитые глаза и сломанные ребра. Забавно получается. Еще раз попрошу подписаться на канал. Завтра для вас новое видео по суду. Сегодня около 17 часов приходите в наше сообщество ВКонтакте «Файлы Джонни Деппа», ссылка в описании, для совместного просмотра суда и перевода и обсуждения происходящего в прямом эфире. «Файлы Джонни Деппа. Прикоснись к легенде». Не забывайте про хэштег Justice for Johnny Depp Virginia 2022. С вами, как всегда, был Владимир и «Файлы Джонни Деппа». Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.